Представь, Испания, плюс 35, море блестит, ты идешь, чтобы заказать холодную воду и случайно просишь официанта газировку с огурцом. Да, звучит смешно, но каждый год я вижу, как туристы делают одни и те же ошибки. Да потому что летом в Испании даже простые слова звучат совсем по-другому. Скажешь их по учебнику, тебя поймут, но сразу подумают, что ты турист. Сегодня я дам тебе фразы, которые не просто спасут тебя от неловких моментов, а сделают так, что тебя примут за местного. Сегодня ты узнаешь, как говорить на пляже, в кафе и транспорте, чтобы звучать как местные. Летние слова, которых нет в учебниках. И в конце бонус – 5 секретных фраз, которые сразу вызывают у испанцев симпатию. И которые покажут, что ты знаешь не только заезженные базовые фразы, а действительно понимаешь культуру этой страны. Привет, меня зовут Наталья, я живу в Испании уже много лет и преподаю испанский для тех, кто переехал сюда, ведет бизнес или очень часто приезжает отдыхать. Мы учим живой разговорный язык без скучной грамматики, чтобы общаться легко, уверенно и с улыбкой. Поэтому подписывайся, здесь много полезного контента. Ну что, давай перенесемся прямо на испанский пляж, где все это и пригодится. Представь, ты только пришел, ищешь место, и тут первый разговор на живом испанском. Perdona, ¿esta tumbona está libre? Sí, pero tienes que pagar ahí. Вот, давай разберем. Тумбона – это лежак. Не шезлонг, не кресло, а именно пляжный топчан, который можно арендовать. Фраза «está libre» – свободно, она универсальна. И, кстати, ты ее можешь использовать не только на пляже, но и в кафе, когда ищешь столик, либо в транспорте, когда хочешь узнать, свободно ли это место. И, кстати, если ты хочешь звучать как местный, мой тебе совет: не говори эту фразу целиком, а просто спроси «libre» и тебя поймут. А вот еще слово, которое нужно знать летом. Чирингито. Это не просто кафе, а маленький пляжный бар, где можно выпить холодную сангрию, либо съесть испанские тапас, сидя прямо у моря. Летом это просто must-have слово. Если скажешь «vamos al chiringuito», тебе обеспечат уважение среди местных и даже может предоставить тарелку паэльи. А теперь внимание, в Испании на пляже часто за подобные вещи лежаки платят не на месте, а в отдельной кассе, либо у администратора. Поэтому, если тебе скажут «pagar ahí», это значит, что нужно заплатить там, а не здесь. Ну что, лежак мы заняли и слово «чирингито» выучили. Пора перейти к самому приятному летнему занятию в Испании – охладиться и побаловать себя чем-то вкусненьким в кафе. И вот здесь многие новички часто делают одну и ту же ошибку. Una caña bien fría, por favor. Algo para picar? Давай разберем. Канья. Это маленькое пиво, стандартный летний заказ в любом баре Испании. Если ты попросишь cerveza, тебе могут принести большую кружку, а в жару она быстро нагревается. А канья – это маленькое, холодное, разливное и всегда свежее. Bien fría – это очень холодное. Обрати внимание, что здесь я говорю в женском роде, да потому что cerveza имеет женский род в испанском языке. Кстати, можно сказать просто fría – холодное, и тебя поймут. Но летом в Испании часто испанцы говорят bien для усиления и преувеличения. Так ты сразу звучишь как местный, а официанту будет понятно, что тебе важна температура напитка. И да, если тебе скажут algo para picar, это совсем не означает, что тебя собираются пощипать либо покусать. Это означает что-то перекусить. Обычно это легкие закуски. Оливки, фисташки, чипсы, хамон, сыр, креветки. Кстати, слово «пикар» в испанском – это вообще волшебное слово. Оно может означать и перекусить, и чесаться, и жалить, как пчелы. Поэтому, если тебя ужалила оса, ты можешь сказать «me ha picado una avispa», и это будет звучать
Так же, как «я перекусил осой». Ну, почти. И маленький совет: в Испании часто заказывают напиток и маленькую закуску одновременно. Это поможет тебе быстро влиться в местную атмосферу и избежать лишних взглядов. Типа «ага, это турист». Ну что, напиток у нас есть, закуски тоже. Но жара в Испании не отпускает ни на пляже, ни в кафе. И есть еще одно место в Испании, где летом нужно уметь правильно говорить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. И вот там ошибки становятся просто вирусными в ТикТок. Поехали разберем, что тебе пригодится в дороге и в других летних ситуациях. Ах, кондиционер, испанское золото летом. Но есть еще одна миссия, без которой выживший турист превращается в жареного туриста. Necesito crema solar con protección alta. SPF 50 le va bien? Крема Solar – солнцезащитный крем. В Испании летом он исчезает с полок быстрее, чем горячие пирожки в холодную зиму. Protección alta – высокий уровень SPF. Обычно это SPF 30 либо 50. Если нужно для детей, добавь сразу para niños. Так тебе дадут вариант с более мягкой формулой. Лайфхак: ищи надпись Water Resistant. Не смоется после купания в море. И не забудь про After Sun – крем после загара. В Испании им пользуются даже те, кто уверен, что меня солнце не берет до первого дня на пляже. И да, если ты думаешь, пару раз забуду намазаться, не забудешь, потому что на следующий день тебя будут узнавать просто по цвету. От нежно-розового до вареного рака. Или, как говорят в Испании, вареной креветки. Все, солнце нас не возьмет. Но впереди еще одна миссия – добраться до нужного места. И тут без транспорта никуда. Казалось бы, что может пойти не так? А вот тут новички часто садятся не в тот транспорт. Уезжают просто к черту на рога, а потом пишут об этом смешные истории в Инстаграм. Давай разберем, как не стать героем чужого анекдота. И доехать туда, куда надо с первого раза. Вот он, момент истины. Сесть в правильный автобус в Испании – задача не из легких. Особенно в Испании летом. Когда солнце жарит, а табло на остановке как будто специально мигает только тебе на непонятном языке. Perdona, ¿este autobús va al centro? Sí, pero tienes que bajarte en la cuarta parada. Bajarse – выйти, сойти. Очень полезное слово. Например, me bajo en la próxima. Я выхожу на следующий. Если ты хочешь уточнить цену, просто спроси «Cuánto cuesta?» или «Cuánto es?». Оба варианта отлично работают. Лайфхак: если ты в большом городе, водителю чаще проще сказать название нужной остановки, и он тебе кивком либо фразой подскажет, когда выходить. Испанцы это любят. Чувствовать себя твоим личным навигатором. И, кстати, если услышишь «La cuarta», четвертая остановка, не расслабляйся. Водители в Испании считают с первой после посадки, а не с текущей. Так что держи счет. И да, Google Maps иногда врет. Проверено лично. После испанского автобуса есть только два сценария. Первый – ты отправляешься гулять по городу, а второй – ты ищешь ближайший источник холодной воды. И поверь, в Испании летом в обеденное время даже 10 минут пешком могут превратить тебя в изюминку. А мы хотим остаться виноградинками, не правда? Так что давай заглянем в магазин и возьмем то, что спасает испанцев от жары: ледяную воду и стаканчик нарезанных фруктов прямо из холодильника. Una botella de agua fría y un vaso de fruta, por favor. ¿Algo más? No, gracias. ¿Cuánto es? Una botella de agua fría. Бутылка холодной воды. Можно попросить bien fría, очень холодную. Un vaso de fruta. Стакан с нарезанными фруктами.
Обычно в Испании продаются охлажденные пластиковые стаканчики с дыней, арбузом, ананасом или их смесью. Часто продавец спросит «algo más?» – что-то еще? Если не нужно, мы отвечаем «no, gracias». Для оплаты подойдет стандартное «cuánto es?» – «сколько с меня?». Совет: если берешь арбуз в стаканчике, лучше не планировать долгую прогулку. Он вкусный, но сок обязательно решит сбежать. И обычно на белые шорты. Проверено на моем ребенке. Ну что, теперь у нас есть все, чтобы выжить в испанскую жару. Лежак на пляже, холодное пиво в кафе, крем от солнца, автобус до центра и даже спасательный фруктовый перекус. Осталось лишь только все это закрепить, чтобы в нужный момент ты не говорил что-то вроде «Uno, cerveza, tumbona, fría, por favor». И не получил вместо напитка странный взгляд официанта. Давай сделаем мини-тренировку, чтобы эти фразы записались в голову и сами всплывали в отпуске. Повторяй за мной вслух. Медленно и четко. Это создаст акустический якорь. И в отпуске эти фразы будут вспоминаться автоматически. Даже если тетрадь останется дома. Кстати, если ты не смотрел мое видео про акустический якорь, вот ссылка. Esta tombona está libre. El chiringuito. Una caña bien fría, por favor. Algo para picar. Necesito crema solar con protección alta. Me bajo en la próxima. Una botella de agua fría y un vaso de fruta, por favor. Вот и все, теперь ты готов к лету. Теперь ты готов к лету в Испании как настоящий испанец. И если ты хочешь, чтобы твой испанский звучал легко и уверенно не только в отпуске, но и в жизни, записывайся ко мне на индивидуальные занятия. Мы разберем именно те ситуации, которые нужны тебе, и научим твой язык работать в реальных разговорах. Ну что, кажется, мы собрали все для идеального отдыха в Испании. И лежак нашли, и в кафе освежились, и кожу спасли, и даже доехали куда нужно. Но есть еще кое-что, о чем знают только те, кто живет в Испании. 5 фраз, которые выдают в тебе не туриста, а своего. Hace un calor que no se puede. Жарко так, что просто невозможно. Tomar el sol. Загорать. Qué fresquito aquí. Как прохладно здесь. Pedir la cuenta. Попросить счет. ¿Dónde hay sombra? Где есть тень? Теперь ты вооружен фразами, которые помогут тебе чувствовать себя в Испании как дома. А если ты хочешь, чтобы испанский стал твоим настоящим языком общения, а не только отпускным набором фраз, записывайся на мои индивидуальные занятия. Там мы разберем именно те ситуации, которые нужны тебе. И ты заговоришь на испанском с первого урока. Если это видео было тебе полезным, сделай сейчас 2 вещи. Сохрани его, чтобы в отпуске не вспоминать в панике, как сказать pedir la cuenta. Поделись с другом, с кем собираешься в Испанию. И, конечно, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео с живыми фразами, а не с учебника 1987 года. Если ты хочешь поддержать создание таких уроков и поддержать этот канал, можешь сделать донат. Любая сумма помогает мне готовить для тебя еще больше полезного контента. Ссылка в описании, и сейчас ты ее видишь на экране. Помни, что на этом канале видео выходят по вторникам и пятницам, а в рубрике «Сообщество» ты найдешь полезные слова и фразы, которые тебе помогут выжить в Испании на каждый день. Также не забывай заглядывать и в другие мои соцсети.
Там я публикую актуальную информацию об Испании, бизнес-предложения, варианты для инвестиций, работы, а также много чего интересного. А на сегодня это все. До скорого в эфире. Nos vemos en España y con buen español.